Знак «Стоп». Ну и мы остановились. КПП «Круга». Станция возвратно-наклонного зондирования. Она помогала в работе в дуге. Сейчас мы здесь немножечко тормознемся, перекусим, потому что очень кушать хочется, и снимем, что тут вообще осталось для вас. Система определения трассы. Станция наклонно-возвратного зондирования ионосферы для определения максимально применимой частоты под названием «Круг». Услышав впервые название этого объекта, я некоторое время был в ступоре. Уж больно круто и сложно это звучит. Но изучая принцип работы РЛС-дуга, все стало более понятно. Итак, как я уже рассказывал, высокая дальность действия РЛС типа дуга достигается за счет попадания посылаемого электромагнитного импульса за горизонт. Достигается это действие путем отражения, или иным словом скачка, импульса от одного из слоев нашей атмосферы – ионосферы. Основная проблема использования РЛС на этом принципе заключается в нестабильности самой ионосферы. Она состоит из нескольких слоев, состояние которых постоянно меняется. Меняется их плотность, ионный состав, температура, меняется даже их количество. Параметры ионосферы зависят от времени суток, сезона, географии расположения, солнечной активности. И поэтому для стабильной работы РЛС, чтобы посылаемые импульсы отражались, а не уходили в космос, и была внедрена эта вспомогательная система. Она изучает параметры ионосферы, зондирует ее, посылая электромагнитный сигнал различных частот и определяет так называемую МПЧ – максимально применимую частоту слоя. Определив это значение, система «Круг» задает ее самой РЛС. Физически система определения трассы состоит из 240 антенн-вибраторов, расположенных в виде двух концентрических кругов. Два круга, один в одном, по 120 антенн в каждом, разделенных экраном. Диаметр кругов примерно 250 метров. Высота антенн 10 метров. По центру располагается одноэтажное здание приемника-передатчика с отдельно стоящим вибратором на крыше. Кольцевое расположение антенной решетки позволяет точно определить направление прихода электромагнитной волны и качество ее распространения. Все статьи в интернете говорят, что круг никогда не работал по прямому назначению. С помощью этой системы проводились только отдельные эксперименты по пассивной радиолокации в коротковолновом диапазоне. Для меня это несколько странно, так как сама РЛС-дуга работала, и параметры состояния ионосферы ей были нужны. Единственное предположение, что значение МПЧ для РЛС-дуга задавалось другими станциями слежения за ионосферой, коих было множество в Советском Союзе. На данный момент станция слежения представляет собой печальное зрелище. Разграбленный и сожженный приемный центр и остатки антенн вибраторов по кругу. Но чтобы не быть голословным, давайте все-таки посмотрим, что я там наснимал. Сегодня я рекламирую не кого-то, а рекламирую себя. Просто недавно я с удивлением узнал, что многие не в курсе о том, что у меня есть второй канал, лайв-канал. Ну, теперь эта ошибка исправлена, теперь вы в курсе. На этот канал я выкладываю все то, что не подходит под формат урбан-туризма. Например, различные путешествия. До тех же мест сталков не нужно добраться. Во время путешествий я снимаю все, что вокруг меня находится, различные интересные ситуации, моменты, заметки и так далее. Возможно, вы там найдете свой город, свою улицу, возможно, увидите свой дом, а может быть даже себя, если я вас ненароком заснял из окна машины. Различные события в моей жизни, различные фестивали, вечеринки и так далее. Ну и, наверное, самое интересное для вас будет это поход на перевал Дятлова. Так что, go, заходите, смотрите. Если вам понравится, подписывайтесь, лайкайте и рассказывайте о моих двух каналах друзьям. Поехали смотреть круг. Звезды. Табличка гласит, что при полной остановке транспорта. Ну, мы полностью остановились, так что нормально. Имеем право проехать внутрь. Пикник на обочине. Мы приехали к центральному зданию круга. Отошли немножко в сторонку, потому что видели, что есть накат автомобильный и тропинка. И неизвестно, кто по ней ходит. Поэтому мы отошли немножко поодаль в лесок от центрального здания. Сейчас отдохнем, перекусим. Серега там уже мутит. Ага, но он спрятал просто от ветра. Он мутит воду подогреть. Сейчас пюре с тушенкой замутим. Чуть передохнем, и я для вас сниму круг. И на этом попрощаемся. Что еще хорошо, у меня был НЗ воды, который тоже ушел туда.
Так, ну чё, да, нога, конечно, не в самых идеальных условиях, но пускай на воздухе немножко позаживает. Болит поросенок. В смысле, болит поросенок рано. Ладно, сейчас будем кушать. Картошечка с тушеночкой и чаечек в доброй кружечке придают уверенность, оптимизм и сил. Еще полчасика вздремнуть, и можно пойти изучать круг. Краткое послеобеденное вздремывание превратилось где-то почти в 3-часовой качественный сон. Но это даже к лучшему. Вы спросите, почему я так сильно не тороплюсь. На самом деле все банально. Мы сегодня уже покидаем Чернобыльскую зону отчуждения. И это все будет происходить ночью. Ночью будем на велосипедах гнать по дорогам. Это быстро и, главное, безопасно. Может быть, конечно, мы лишаемся каких-то уникальных кадров, которые можно снять, но в данном случае безопасность превыше всего. Гражданам Российской Федерации не хочется сейчас быть пойманными на территории Украины в нелегальной поездке. Хотя, конечно, мы приложили максимум усилий. Итак, я потихоньку ковыляю к центральному зданию системы Круг. Сейчас так пройдемся, посмотрим эти руины. Собственно, что есть Круг? Круг – это вспомогательная система для работы радиолокационной станции «Дуга». Состоит она из 240 антенных вибраторов, расположенных в 2 ряда по кругу вокруг вот этого здания. Естественно, за такой промежуток времени с момента аварии здесь все очень плохо заросло. Поэтому среди леса иногда даже сложно разглядеть те самые вибраторы, мачты вибраторов, которые были здесь. Но со спутников, в принципе, более-менее все проглядывается. Остатки самих вибраторов повсюду. За свою относительно недолгую эпоху существования этим вибраторам пришлось поработать и по прямому назначению, и по вспомогательному, определенному для них расхитителями цветных металлов. В данном случае их зафиксировали, чтобы они там никуда не укатывались. Вот, пожалуйста, положили на них какие-то остатки то ли от кроватей, вон там спинки, скорее всего, да, спинки от кровати. И здесь, наверное, раскладывали кабель и качественно его обжигали. Голь на выдумку хитра, как говорится. Рядом стоит заброшенная пожарная машина на базе ЗИЛа. И самого завода уже, в принципе, нету почти. Да и тачки «Финал». Она, в принципе, неплохо олицетворяет собой состояние завода на данный момент. Не знаю, что она здесь делает, что она здесь забыла. Она приехала, может быть, тушить горящий кабель, а заодно ее сожгли. Но это я так, шучу. Сейчас измерим радиоактивный фон, то вдруг ее пригнали откуда-нибудь оттуда. Я так взял, по моему мнению, место, которое должно быть довольно сильно загрязнено у колес. 24 микрорентгена. Значит, машина не оттуда. Но, тем не менее, ей уже печалька. На одометре пробег 22 050 километров. Вообще, на самом деле, было бы, конечно, круто приехать на велосипедах, а уехать на зиле пожарном. Был бы богатый трофей. Моя женщина бы, наверное, дома очень удивилась бы, но, видите, к сожалению, никак. Зато можно покрутить баранку. И прям как в детстве, когда были маленькие деревянные автомобильчики, и можно было руль крутить. Как-то так. В кабине, к сожалению, ничего не осталось, но, правда, посидеть можно немножко. Опа. Не, ничего не переключить, битое стекло. Ладно, пойдем все-таки в здание, немножко его изучим. Кстати, о вибраторах, пожалуйста. Вибратор, который стоит по центру здания, так до сих пор благополучно и стоит. Надо сейчас на крышу здания попасть. Всегда мне нравились вот такие вот тоненькие розовые проводочки. Они второпластовые, и когда паяешь, с помощью их что-нибудь там соединяешь, изоляция не убегает от паяльника, скукоживаясь от температуры. Очень хорошие провода. Ну, такие специфичные немножко. Входим в здание. Лампочки нету, никто нам не освещает путь.
И первым делом мы натыкаемся на такой вот грузовой люк, а внизу подвал. Я так понимаю, что там подходили коммуникации, но сейчас в этот подвал будет лезть себе дороже, и он и затоплен, да и там нету ничего. Но я думаю, что все антенные фидера как раз вот проходили по этому подвалу и уже через люки поднимались к соответствующим стойкам оборудования. Снова мое восхищение вот этой жестью проводной, которая изготавливалась вручную. Я не знаю, как это можно было сегодня перепутать. У нас в современном мире это таблетку разломленную напополам-то от головы и задницы-то перепутают. А тут проводов столько. Поэтому, конечно, честь и хвала изобретателям этих систем, а также людям, которые монтировали это все дело, налаживали и приводили в боеготовное состояние. Кстати, если пройти немножко подальше, то можно не выпендриваться со спуском в тот люк, а спокойненько спуститься по лестнице. Я боюсь, что у нас с вами этого не удастся, потому что я упрусь в какую-нибудь воду. Ну, я так и предполагал. Ну, это как был кабельный коллектор. И повсюду лежат блоки. У блоков есть номера. И за каждым номером стоит своя сборочная схема, монтажная схема, электрическая, принципиальная, инструкция по эксплуатации и так далее. Это, конечно, жесть. И стойки с оборудованием. Налево пойдешь — оборудование, направо пойдешь — оборудование. Невольно начинаешь верить, что вся эта система, вся эта радиолокационная станция потребляла в районе 11 мегаватт. И тем самым очень логично смотрится ее строительство рядом с атомной электростанцией, которая сама по себе довольно-таки мощна. 5 миллиардов советских рублей. Это сумасшедшие, конечно, деньги. Проработали они совсем недолго. Ну, точнее, то, куда они были вложены, та система проработала относительно недолго. Но, тем не менее, она послужила еще одним кирпичиком в фундаменте обеспечения безопасности нашей страны. Ну, для многих СССР, конечно, не наша страна, но без СССР не было бы ни России, ни Украины. Ну, я имею в виду, если бы ее грохнули бы, то все те страны, которые сейчас есть, благополучно тоже бы грохнулись. Поэтому это нужно понимать. Не делать из этого какие-то политические подтексты, тогда все мы были вместе и едины. А я пока вот параллельно читаю свой такой монолог философский, хожу, ковыляю по помещениям, и мы везде видим одни и те же стойки. Просто жесть. О, это, видимо, похоже на диспетчерскую. А нет, издали показалось, просто подумал, что это кусочек стола диспетчерского пульта. Нет, просто выдранная стойка и положенная так на бикрень. Часы. Но это 400 Гц. Но это, я так понимаю, счетчик часов работы чего-либо, что было подключено к этой стойке. Конечно, эта установка была настолько секретной, что, в принципе, найти кого-либо, я думаю, и сейчас это, наверное, какие-то секреты в основном, как это все работает. Ну, вот имеется в виду какие-то подробности. Я вам рассказываю это все дело так, в общих принципах. А что-то подробнее, это, наверное, будет проблематично узнать. Хотя время идет. Оп. Еще один дополнительный вход в кабельный коллектор. Ну, он весь полностью затоплен, поэтому туда мы с вами не попадем. Некоторые платы немножко забавляют своей начинкой. Понятно, что, судя по вот этому разъему, это была одна из многих плат, работающих в единой системе. Но все равно, как вот перевернешь, оп, и куча диодов. И кажется, что это просто какое-то бессмысленное нагромождение последовательно параллельно соединенных диодов. А на деле оно играло важную роль в работе всей этой установки. Нашел еще одну вот такую вот брошюру. Ну, тут много всякой документации валяется. И тоже наборы различных команд для операторов ЭВМ, которые здесь были установлены. Тинг, тинг. Немножко поярче сделаем. Кстати, всю необходимую информацию о работе электронного блока той или иной модификации можно найти вот в таком вот паспорте.
К сожалению, там шрифт весь вычел, ну и читать особо дела тут мы не будем, иначе вообще загрузимся в хламину. Но кое-что интересно даже так почитать. Допустим, блок изготовлен в 1976 году. Завод-изготовитель очень романтичный А3677, то есть номерной завод, военный. Почтовый адрес завода, почтовый ящик. Помните, я рассказывал, завод типичный почтовый ящик или предприятие типичный почтовый ящик, как, например, Краснокаменка, где было ядерное хранилище. Вот, пожалуйста, конкретного адреса у него нет, у него есть просто почтовый ящик. Ну и телеграфный адрес, код свинец. 8001 – это уже номер самого изделия. То есть сколько этих блоков было выпущено, это минимум 8000. Я попытался понять, для чего этот блок был нужен, но здесь только общая информация. Согласно требованиям общих технических условий, изделие «Тайга». Ну вот изделие «Тайга», и надо смотреть, что это такое. А так все довольно просто, как с магнитофоном. Гарантийное обязательство, срок гарантии 5 лет. Начав монтаж этого ролика, я принялся за поиски информации по тому заводу, что был указан в документации. Поиск по номеру почтового ящика и телеграфному адресу ничего не дал. Зато, вбив в поисковике номер завода, я сразу вышел на сайт, описывающий его историю. Вдаваться в подробности не буду. Кому интересно, сам нагуглит. Моя же задача стояла найти фактический адрес завода, если он еще жив. Это было делом техники. Как выяснилось, у завода А3677, или иными словами бывшего Ленинградского научно-производственного объединения «Вектор», было 3 площадки. 2 принадлежали научно-исследовательскому институту, и на одной было основное производство. После развала Союза «Вектор» распался на завод и само НИИ. Это самое НИИ было преобразовано в федеральное государственное унитарное предприятие НИИ «Вектор». Выяснив адреса его площадок, я решил их посетить с целью поиска более подробной информации. Так как по названию прибора «Тайга» удалось найти скупые сведения, что это была опытная конструкторская разработка коротковолнового приемника для определения частотных каналов, свободных от каких-либо сигналов. И вот после ночной смены, погожим утром, я выхожу на станцию метро «Черная речка» и двигаюсь к одной из площадок, которая располагается по адресу улица Академика Павлова, дом 14А. Ну и вот я нахожусь у одной из площадок бывшего Ленинградского научно-производственного объединения «Вектор». Сейчас попробуем узнать, что к чему. Ну вот сюда мы сейчас как раз с вами и зайдем. Хорошо, я еще хочу узнать информацию по поводу одной из очень древних разработок вот этого производственного объединения. Соответственно, вот к кому обратиться по этому поводу? Потому что, может, это как бы сейчас тайна на данный момент, может, и уже не тайна. Это вам тогда надо обращаться не сюда, на эту площадку, а на ту сторону, за мостом сразу. Первый там у нас площадка. Это Кантемировский, который, да? Да. Там «Вектор», Ага. и У них там спецотдел, у них там все основное главное руководство. Только кто. Как вы поняли, здесь нас ждала неудача, поэтому мы сейчас с вами пропутешествуем к другой площадке, которая находится относительно недалеко, ну, это, грубо говоря, минут 20 ходьбы. Я, честно говоря, слабо верю в успех данного мероприятия, потому что такие заводы, бывшие военные, ну, я не думаю, что охотно делятся информацией, к тому же, ну, всяким там блогеров тут, понимаешь ли, развелось. Но попытка не пытка, не получится ничего, значит, не получится. А получится, будет круто. В любом случае, если бы я не попытался, потом бы сидел бы и соображал, а вдруг бы что-нибудь вышло.
информация касаемо одной из давних ваших разработок. Соответственно, кому вообще можно обратиться по этому поводу? Я вот был на другой площадке, отправили к вам, сказали, у вас головная площадка, соответственно, все как бы здесь можно и узнать. Это было в 1976 году. Я вот честно говорю, я не знаю, я просто начал только поиски с интернета, узнал, что вот есть, собственно говоря, 3 площадки, точнее 2, и бывший завод «Энергия». И вот я... Я не могу вам сказать, позвоните, попробуйте в канцелярию, там секретаря... Телефонный разговор с канцелярией производственной площадки научно-исследовательского института «Вектор», расположенной на Кантемировской улице, дом 8, дал мне четкое понимание того, как нужно действовать дальше для того, чтобы найти требуемую информацию. А есть 2 «но». Первое. Если я сейчас займусь поиском информации конкретно для этого ролика, то его выход затянется на неопределенный период. Но тут другой нюанс. И это второе «но». Зачем беспокоить руководство довольно-таки крупного предприятия для того, чтобы они мне рассказали о каком-то маленьком блочке? Надо уж брать выше. Надо попробовать выйти непосредственно на тех, кто участвовал в разработке РЛС «Дуга», поговорить с ними, взять какую-то полезную информацию, а в идеале даже интервью. Признаюсь честно, никогда у меня такого опыта не было, а почему бы и да. Поэтому я попробую, если у меня все получится, я выпущу отдельный ролик о создании дуги на этом канале. Ну а пока что вернемся к нашим баранам. Естественно, что здесь я далеко не первый. Вот такой стёб от сталкеров предыдущих 9 ноября 2013 года. Год Гроуп. Ну, если вы меня смотрите, то вам привет. От сталкера 2014 года МШ. Yeah. Если пройти с левого по отношению к центральному входу бока зданию, можно увидеть вот такое двухэтажное помещение. Здесь раньше, видимо, находились установки вентиляции. Ну, как всегда, все это оборудование нужно было охлаждать. Вообще, было бы, конечно, интересно посмотреть в инфракрасном спектре, что тут представлял этот объект при его вот работе в включенном состоянии. Наверное, чадил он тут знатно. Ну, чадил, я имею в виду теплом работающего электрооборудования. На крышу идет вот такая вот лесенка. Ну, сейчас по ней поднимемся. Ну и вот, пожалуйста, вибратор, на конструкцию которого мы сегодня, в принципе, уже насмотрелись. Они вот что на дуге горизонтальные, что здесь такие вертикальные. Установленный на специальных опорных изоляторах, так как он отделялся, чтобы, ну, грубо говоря, чтобы не быть там заземленным. К нему подводился фидер, волновод. Ну и там он уже принимал, передавал электромагнитные волны. Точнее, излучал электромагнитные волны. Я был бы не я, если бы не забрался на этот вибратор замечательный. МШ на вибраторе. Звучит как-то немножко коряво. Ну ладно, оставим. Гораздо лучше отсюда видно, нежели чем я буду по лесу ходить вам и рассказывать, что вот там где-то эти 240 опор. Вот они по периметру более-менее проглядывают. Сейчас еще покажу. Вот там тоже опоры тех самых антенных мачт. И Xeon кажется таким маленьким отсюда. На дальнем ракурсе мы с вами видим сами антенны радиолокационного комплекса. Низкочастотную, высокочастотную. Все-таки мы побывали с вами там наверху. Я даже не ожидал, что это выйдет, поэтому, ребят, это невероятное везение. Ну, может быть, потому что я няша просто. Ну что ж, аккумулятор на моей камере практически заканчивается, ровно как и заканчивается наш с вами поход. Классно мы оторвались по полной программе, в наглую посетили некоторые такие места, несмотря на сложную политическую обстановку в стране, несмотря на усиление охраны в Чернобыльской зоне отчуждения, мы посетили Дугу, мы посетили некоторые интересные места Припяти и около нее. Опасные места, красивые места. И я надеюсь, что вам не было скучно в этом цикле видео. Сейчас мы дождемся немножко, как солнце склонится к закату. Соберем вещи и рванем. Нам чесать несколько километров по лесу, потом по дорогам, по полям, по дорогам, по рекам и так далее. На всем я с вами прощаюсь. Призываю подписаться на канал, лайкнуть видео, рассказать друзьям. И не только о моих припятских видео, ведь я много куда хожу и помимо Припяти. Не все из планов, которые мы задумали, осуществилось. Мы не сходили на 3-ю очередь ЧАЭС. Но зато есть повод сюда вернуться. Так что я обязательно сюда еще приеду. На всем я с вами прощаюсь.
Всем пока-пока. С вами был МШ. До новых встреч, до новых видео. Я попрощался с вами, выключил камеру, слез с антенны, и мы начали готовиться к обратному пути. Пути исчезло. Какие нас ждали трудности на выходе? Кадры закатного зарева над дугой, съемки в полнолуние. Я снял об этом отдельный ролик, который по традиции выложил на лайв-канале. Ссылки вы найдете в описании к видео. Ну а в заключение скажу. Чернобыльская зона отчуждения очень интересна. Как с точки зрения истории ликвидации аварии, так и с точки зрения находящихся там объектов. С каждым годом зона меняется. Вот уже нет вент-трубы второй очереди. Ликвидирован отстойник техники в Россохе. И этот список можно долго продолжать. Так что я обязательно еще туда вернусь, чтобы снять видео о тех местах, которые еще не успели кануть в лету. Пока они не успели кануть в лету. Надеюсь, успею. Спасибо всем за внимание. Не забудьте посмотреть титры. Там ответы на некоторые ваши вопросы. Увидимся на канале. Удачи!